Почему мужчина заводит любовницу? Смотрите, можно отвечать на вопрос «почему?», и я отвечу на него с точки зрения глубинной психологии. Но я предпочитаю отвечать на вопрос «зачем?». И тот подход, в котором я работаю, которому мы обучаем в Европейской школе психологии наших студентов, он ориентируется на вопрос «зачем?». Потому что если мы уходим в «почему?», да, мы можем зависнуть в бесконечных раскопках. И очень часто я это вижу у наших клиентов, что и вот в супервизии, да, когда наши психологи приносят свои кейсы работы с клиентами, что вот очень много людей анализируют, потому что к психологам обращаются люди умные, сильные, с хорошими аналитическими способностями. И, конечно, это люди склонны к анализу. И вот это вот разобраться иногда перетекает в то, что человек много лет анализирует, ну а ничего в жизни особо не меняется. Поэтому будьте осторожны с вопросами «почему?». Они нужны, но так, знаете, дозированно. Чуть-чуть покопались, пошли менять. А вот вопрос «зачем?», он направляет сознание вообще в другую сторону. Вопросы, они служат направлением для нашего сознания. Вот какой вопрос зададим, такой ответ получим. Наша психика как Google. Что вбиваете в поисковую строку, такую выдачу получаете. Вот если мы вбиваем вопрос «зачем?», мы получаем другую поисковую выдачу. А значит, другую часть реальности начинаем замечать, и ситуация начинает по-другому разворачиваться. И в этом видео я отвечу на оба вопроса, и почему, и зачем. Значит, давайте начнем с почему. Почему у мужчины появляется любовница? Ну, потому что внутри есть разорванный образ женщины. Образ внутренней женщины, он разорван, он не целостен. У каждого человека в психике есть образ мужского, мужчины, образ женщины. Карл Густав Юнг, основатель аналитической психологии, называл эти структуры анима, это женский образ, и анимус, это мужской образ. И, соответственно, те отношения, которые мы выстраиваем в реальной жизни, они выстраиваются по образу и подобию вот этих внутренних структур. Да? Какая женщина, что такое женское, и что такое мужское. И, соответственно, да, какую пару они между собой могут заключать. Если у человека в детском опыте были какие-то травматические эпизоды, например, достаточно там депрессивная разрушенная мама, или, в общем, множество причин, опять же, мы далеко в почему копать не будем, но может сложиться так, что внутри вот этот образ женский, он не целостен, он такой разорванный. Это способ защитить психику от слишком сильных таких полярных переживаний. Да? Например, если мама была пограничная, да? Если какие-то очень сильно депрессивные эпизоды были и так далее. Да? И ребенок тогда защищает, психика защищает себя, чтобы вот она делает хорошую маму и плохую маму, да? Вот, и не смешивает это в один образ. Ну и, соответственно, дальше этот раскол продолжается уже в другие структуры, в частности, в образ женщины, в другие структуры психики идет, да? В аниму, в образ женщины и так далее. Самый популярный такой вид раскола, который очень часто в фильмах голливудских транслируют, это раскол проститутка Мадонна. Да? Это когда женщина становится матерью в семье, и мужчина не может тогда с ней заниматься сексом, и находит любовницу. Да? Это вот, опять же, вот, все, что в Голливуде показали, оно становится таким массово популярным. И вот этот синдром проститутки Мадонны часто в фильмах упоминают, поэтому, скорее всего, вы тоже о нем слышали. Это один из возможных расколов женского образа внутри мужчины. Есть и другие расколы, например, девочка-мама, то есть вот эти качества мужчина не может увидеть в одной женщине. Мы же видим в другом не другого человека, свои проекции. Да? Если внутри меня образ, внутри мужчины, например, образ женщины целостный, он может все качества увидеть в одной женщине. Например, и материнскую сторону, и такую сторону девочки, и сторону любовницы, и сторону какой-нибудь, да, вот такой, как, да, говорят, королева в гостиной, да, вот эту вот сторону. Тогда все это возможно собрать, да, он может все это увидеть в одной женщине и, соответственно, прожить разный опыт с одной женщиной. Но
Если в психике мужчины это разорвано, допустим, да, есть отдельно Мадонна, да, такая мама с младенцем, да, вот это, ну, вот эти качества, а отдельно проститутка, да, то есть женщина, которая раскрепощена сексуально, это не совмещается, он не может это в одной женщине увидеть, да, если она становится вот буквально матерью, это внутренний раскол активируется и полностью блокируется сексуальное влечение к этой женщине, да, то есть я не могу уже в ней увидеть вот эту, ну, в кавычках, конечно, проститутку, то есть женщину, с которой я могу быть сексуально раскрепощенным. Все, и тогда это необходимо увидеть где-то на стороне, потому что я же хочу прожить этот опыт. Вообще мы приходим на эту землю для того, чтобы прожить максимально разнообразный опыт. Да? И если я могу в одном и том же человеке видеть разные грани, а значит с ним проживать разный опыт, ну, мне не нужен любовник или любовница. А если я не могу это делать, я могу в ней такой кусочек увидеть, в другой такой, в третий, тогда получается вот это множество женщин. Это если отвечать на вопрос «почему?». Если отвечать на вопрос «зачем?». Любовница, ну как и любовник, в общем, здесь абсолютно та же ситуация. Любовница, как и любовник, появляется тогда, когда паре необходимо измениться. Не зря измена и измениться один и тот же корень. То есть измена в семье происходит тогда, когда необходимы изменения, но пара добровольно не меняется. Да? То есть есть такая тенденция к застыванию, к тому, что все, развитие заканчивается. И вот тогда приходит такое, знаете, принудительный фактор для того, чтобы дальше развитие шло. Потому что измена ставит семью, пару перед тем, что либо мы меняемся, мы как-то перестраиваемся, либо мы расходимся. Да? То есть система либо должна перейти на новый уровень, либо система разваливается. Все. Вот такой вот выбор. И, соответственно, еще раз, да, любовник, любовница — это всегда такое принудительное развитие для пары. Поэтому нужно смотреть, если вы, например, работаете как психолог с такими семьями, нужно смотреть, что привносит эта любовница. Да? Вот зачем она мужчине? На самом деле я очень много работала с такими треугольными отношениями, и очень часто любовница — это вообще не про секс. Хотя кажется, да, там всегда что-то такое стоит, у кого-то это какой-то определенный вид общения, у кого-то это, например, вот жена, да, играет роль такой мамы, а любовница девочки, я могу там заботиться, или наоборот, я о жене забочусь, а там вот такая женщина, которую я воспринимаю сильной и могу расслабиться, то есть что-то, какое-то важное переживание в этих отношениях случается. И для того, чтобы выйти из этого треугольника, вот это переживание необходимо, чтобы оно появилось в паре. Если это случится, все, тогда выход из треугольника произойдет, и пара, да, станет более целостной. То есть она как будто бы и эту грань себе возьмет. Все, и тогда вот система прошла изменения, и необходимость вот в этом внешнем элементе, который принудительно заставляет систему развиваться, он отпадает. Поэтому, как ни странно, да, и любовники, и любовницы служат для того, чтобы пара развивалась, становилась более целостной, а значит более счастливой.